Почему биткоин так резко просел? Как реагировать и что вообще с этим делать? Каждый раз, когда рынок трясет, очень многие задумываются, это временный спад или это начало чего-то серьезного, какой-то гигантской катастрофы. Паника усиливается новостями и вызывает реакцию у тех, у кого большая часть капитала в крипте. Меня зовут Кирилл Кучинский, и сегодня мы поговорим о том, что делать, когда биткоин падает. Во-первых, если смотреть на падение биткоина и только на него, может показаться, что падение исключительно резкое. Но если сравнить это движение с движением акций, с движением золота, с движением вокруг процентных ставок и ожиданий относительно этих процентных ставок, становится понятно, что это падение, но не то чтобы какое-то апокалиптическое. Рынок в целом сейчас находится в напряжении. И первыми на это напряжение будут реагировать самые рискованные активы. Крипта – это, безусловно, рискованный актив. А биткоин – это бенчмарк. Это то, на что ориентируется большинство инвесторов в криптоактивы. Сейчас на движение биткоина, так же, как и на движение акций, повлияли, во-первых, словесные интервенции Трампа относительно торговой войны с Китаем, во-вторых, неопределенность относительно процентных ставок и относительно политики ФРС, и самое главное, ликвидации трейдеров, а также инвесторов, которые залезли в биткоин с большим плечом. Это в общем характерно для рискованных активов. Кто-то переусердствовал с плечами, цена пошла против, и закрытие и принудительное закрытие этих плечей, оно потащило рынок вниз, ниже, чем, в общем-то, ожидалось. Важно понимать, что тот же биткоин проходил намного более глубокие коррекции. Мы говорим не именно про биткоин, его взлеты и падения. Мы говорим про то, что важно понимать, что крипта и как ее бенчмарка биткоин, это в целом рискованный актив. Это не новое золото, у него нет физической стоимости. Это не что-то, что гарантирует безусловный постоянный рост. Биткоин – это инструмент, который приносил и может приносить доход. Но важно помнить, этот доход он будет приносить только при наличии дисциплины. Биткоин – это достаточно волатильный актив. И если он занимает в вашем портфеле небольшую часть, его движения, которые бывают достаточно значительными, не превращают вашу жизнь в эмоциональные качели. Когда биткоин падал на 40 тысяч с исторических хаев, я много общался с коллегами. И выяснилось, что у многих он занимает, к сожалению, до 80% портфеля. Вот это действительно больно. Но это вопрос про планирование и про аллокацию активов в самое рисковое направление. А как вообще управлять позицией в биткоине? Есть смысл поговорить про любое управление любым активом. Биткоин – это просто индикатор и бенчмарк. Бенчмарк – это, в общем-то, то, что характеризует рынок в целом. Вот сейчас биткоин падает, значит, скорее всего, остальная крипта будет падать. Кстати, далеко не факт, что когда биткоин растет, остальная крипта, безусловно, продолжит движение за ним. Такое было, но, как выяснилось, такое бывает не всегда. Что касается биткоина, здесь просто не работает подход, особенно на краткосрочном горизонте. Просто держи. Просто ты купил, и все будет обязательно хорошо, все вырастет. Это хорошая идея, но она, к сожалению, мало связана с реальностью. Работают совершенно другие вещи. Первое – это размер позиции. Грубо говоря, не клади все яйца в одну корзину. Казалось бы, очень банальная вещь. Лимиты старо как мир. Но, как выяснилось, многие этим пренебрегают. Второе – это инструменты хеджирования. Опять-таки, страховка всегда, везде и всюду будет стоить денег. Очень многие во время роста про нее забывают. Например, те же опционы, это эквивалент страховки, они дают возможность снизить риски, они дают возможность застраховаться от падения актива. Это не гарантирует вам прибыли. Этот инструмент для вдумчивых манипуляций доступен реально только профессионалам. Но даже обычного инвестора он может сильно защитить от падения. Именно применение этих инструментов отличает профессионального инвестора от того, кто купил и надеяться на авось. Третье – это контроль эмоций. Я точно знаю, что большинство решений ритейл-инвесторами принимается не из расчетов, а из-за страха либо пропустить рост, либо пропустить падение. Любой актив с таким подходом станет опасным. Но крипта, с учетом повышенной волатильности, особенно, сама по себе текущая коррекция, это, с одной стороны, не повод для паники, а с другой стороны, это не повод делать вид, что ничего не случилось. Это очень хорошее напоминание о природе и повышенной волатильности этого инструмента. Он может сильно расти, и он может падать сильно быстрее, чем нормальные рынки. Он не требует веры в постоянный рост. Он требует постоянной оценки своей доли в портфеле. Если роль и горизонты инвестирования определены, переживать за краткосрочное падение вам не придется. Если смотреть на традиционные американские рынки, можно уверенно сказать о том, что ничего серьезного не произошло. Немецкие фьючерсы хоть и упали, но выглядят вполне себе. А логично, что биткоин сейчас нужно покупать на просадке? Смотрите, выкуп просадок – это, в общем-то, то, на что смотрят все и всегда. Момент сложности только в том, чтобы сказать, а это просадка или вообще смена тренда. Никто никогда вам этого не скажет.
А если кто-то знает наверняка, не скажет тем более. Вот. Что можно сделать? У вас есть аллокация капитала, у вас есть доля вложений, которые вы можете позволить аллоцировать на рискованные активы. Ну, если у вас есть вот в этом распределении свободные денежные средства, попробуйте. Может быть, получится. Это общий принцип управления, это не применительно к биткоину, это не инвестиционная рекомендация. Но в общем, да, просадки нужно стараться выкупать. Есть модели, которые предусматривают именно выкуп просадок. И я знаю, что эти модели на отдельных рынках работают. Как понять, что падение — это нормальная коррекция, а не начало более глубокого цикла снижения? Как я вам уже говорил, никто не даст вам этот ответ наверняка. Те, кто потратили на него кучу времени, денег и сил, они, скорее всего, классифицировали эту информацию как DSP или Classified. Она, в общем-то, для служебного пользования. И они ее никому никогда не расскажут. Есть субъективные оценки, опять-таки, заинтересованных и незаинтересованных лиц. Поэтому, кроме того, что я могу говорить, обращайтесь к профессионалам, читайте аналитику, здесь ничего порекомендовать нельзя. Нельзя сказать, что вот эта просадка — это тренд, а это не тренд. В общем, мое понимание, у нас сейчас заканчивается quantitative tapering. Скорее всего, ставку реально будут снижать и дальше. Инфляция пока не показывает никаких серьезных последствий от введения тарифов. Соответственно, можно сделать прогноз, который, опять-таки, не является инвестиционной рекомендацией, что, скорее всего, вот эту просадку выкупят. Если биткоин высокорисковый актив, зачем его вообще держать? Вы сами отвечаете на свой вопрос. Если он высокорисковый, значит, его темпы роста, они могут превысить темпы роста любых других активов. То есть мы сейчас говорим про падение. И все сейчас переживают, а что же будет, а куда он упадет дальше. Но все забыли, что еще 3-4 месяца назад он показывал гигантскую доходность, несопоставимую ни с каким из традиционных рынков. Это, собственно, и есть высокий риск. Высокий риск, он не только про падение, он еще и про рост, он еще и про доходность. Много было негативных последствий, кто-то обанкротился. Всегда кто-то нарушает правила и залазит в перелимит. То есть они аллоцируют на высокорисковые активы больше капитала, чем должно быть аллоцировано. Да, такое было и будет всегда, это человеческая природа. Что произошло с криптой? Крипта — это повышенный рискованный актив. Биткоин — это бенчмарк крипты. То, что нам говорят показатели традиционных рынков, да ничего сильно не произошло. Есть снижение в Китае, есть снижение в Европе, есть снижение в Америке. Но эти снижения относительно крипторынка, они небольшие. И они абсолютно в рамках погрешности. У нас сильно подупал исключительно рискованный актив. Закончился хайп, закончилось топливо, началось небольшое падение, которое мы видели уже не раз. В своем телеграм-канале я делюсь аналитикой и своевременно комментирую важные новости. Поэтому переходите по ссылке внизу и подписывайтесь. А если этот разбор вам понравился, ставьте лайк. Это помогает выпуску продвигаться. С вами был Кучинский Кирилл. До встречи в новых видео.